Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вязание. И сегодня я предлагаю связать вот такой вот очень красивый, теплый зимний снуд с косами и градиентом. Такой снуд и в целом комплект я связала в 3 нити из пряжи, турецкой пряжи Швейторг Baby Wool. Здесь 50% шерсти, 25% хлопка, 25% акрила. В 50 граммах 230 метров. Связала такой комплект в 3 нити. Взяла серый и нежно-розовый цвет. На снуд у меня ушло около 230 грамм пряжи. Мастер-класс у нас посвящен снуду, но могу сказать предварительно несколько слов о таких вот варежках. Мы вязали, уже представлен мастер-класс по вот таким варежкам на моем канале. Отличие таких варежек от вот этих только в том, что мы выполняем перехлесты в этих варежках через 3 ряда. Все остальное точно так же провязано, то есть 32 петли набираем, раппорт косы также 15 петель, также вяжем дорожку из лицевой петли, и в последних 2 перехлестах мы выполняем убавку 5 петель, которую мы прибавляем в начале. Ссылка на мастер-класс по вот таким варежкам, по которым можно связать такие же варежки, будет под видео. И по шапочке. Шапочка связана, здесь раппорт косы 18 петель, набрала 84 петли для резинки. В каждой изнаночной петле идет у меня прибавка. И получается 126 петель для кос. Раппорт косы 18 петель. И перехлесты мы выполняем через каждые 5 рядов. Мы вязали подобную шапочку, но у нас был раппорт косы 15 петель. Вот такой шапочки будет ссылочка тоже под видео. И теперь приступаем к снуду. Для снуда я взяла круговые спицы 5 миллиметров. Но, конечно, можно брать и прямые спицы. Подбирайте размер спиц в зависимости от плотности вашего вязания. Также нам понадобится дополнительная спица для провязывания кос. И я взяла крючок, но можно и иглу для выполнения шва. И теперь давайте посмотрим, как мы свяжем вот такой вот очень красивый зимний теплый снуд. Набираем на спицы 100 петель. Из них у нас будет 90 петель для кос. Раппорт косы у нас 30 петель. По 4 петли с каждой стороны будет платочной вязкой. По 4 петли. И 2 кромочные. Итого получается 100 петель. Я уже провязала 4 ряда от начала нашего вязания. И теперь в этом ряду, в 5-м ряду, будем провязывать первый перехлест в косе. Первую кромочную снимаем, не провязывая. Вяжем 4 петли платочной вязкой. В каждом ряду всегда лицевыми. Провязали. Переносим 10 петель на вспомогательную спицу. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Спица перед вязанием. 10 петель. Петли вяжу бабушкиным способом. Но можно вязать и классическим способом, как вам удобней. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 10 петель со вспомогательной спицы.
Снова 10 петель лицевыми. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот мы выполнили первый перехлест косы. Перехлест у нас будет смотреть влево. И следующий. Также переносим 10 петель на вспомогательную спицу. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять петель со вспомогательной спицы. И снова 10 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выполняем еще один перехлест, также влево. Затем провязываем в конце 4 петли платочной вязкой, все лицевые тоже, и кромочную. И дальше вяжем еще 7 рядов лицевой глади, то есть на лицевой стороне лицевыми, на изнаночной стороне изнаночными. И платочная вязка у нас 4 петли по краям, все лицевые. Вяжем еще 7 рядов. Мы провязали 7 рядов по рисунку после последнего перехлеста. Первый перехлест у нас был влево. И теперь в этом ряду выполняем следующий перехлест косы, будет у нас вправо. Первую кромочную снимаем, не провязывая. 4 петли платочной вязкой, всегда лицевые. 10 петель провязываем лицевыми. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Переносим 10 петель на вспомогательную спицу. Спицы за вязанием. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 лицевых петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 10 петель со вспомогательной спицы. И снова 10 лицевых. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель переносим на вспомогательную спицу. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Спица за вязанием. 10 лицевых. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. И 10 петель со вспомогательной спицы. И дальше провязываем еще один перехлест, вяжем также 10 лицевых. Вот у нас получается наши косы. Первый перехлест у нас был влево, сейчас перехлест вправо. Между перехлестами провязываем по 7 рядов. В косе мы провязываем лицевой глади, и по краям мы провязываем платочной вязкой 4 петли, все лицевыми. И вяжем таким образом, чередуем перехлесты косы влево, вправо, между перехлестами по 7 рядов, и вяжем первым цветом 15 сантиметров. Провязала я 15 сантиметров. Плюс-минус несколько миллиметров не играет роли. И теперь мы будем плавно переходить на второй цвет. Здесь у меня сейчас 6-й будет ряд после последнего перехлеста. И провязываем согласно узору наш снуд. И вот у меня теперь будет одна нить розовая и 2 серых. И таким образом буду вязать 7,5 сантиметров. Ну, хвостик потом на изнаночной стороне спрячем. И все вяжем. Получается у нас 2 нити серая, 1 розовая. Продолжаем вязать, делаем перехлесты, провязываем 7,5 сантиметров. Провяжем 7,5 сантиметров и дальше еще раз добавим еще 1 розовую нить. И у нас получится 2 розовые и 1 серая. И снова провязываем 7,5 сантиметров. И уже потом мы перейдем полностью на второй цвет. Мы провязали 30 сантиметров нашего снуда. Сначала мы провязали 15 сантиметров первым цветом в 3 нити, 15 сантиметров переход цвета у нас. Сначала добавляем 1 розовую, потом 2 розовые, и сейчас уже полностью переходим на 3 нити розового цвета. И будем вязать также 15 сантиметров, чередуя наши перехлесты, провязывая наш узор. Вот в итоге, что у нас получается. То есть первые 15 сантиметров мы провязали первым цветом в 3 нити. Затем еще 15 сантиметров у нас идет переход цвета ко второму, к розовому. Сначала 7,5 сантиметров мы провязываем, добавляя только 1 розовую нить. Потом еще 7,5 сантиметров уже 2 розовые нити. И затем 15 сантиметров вяжем в 3 нити второго цвета, розового цвета. И точно так же делаем переход к серому цвету. То есть добавляем сначала 1 нить, провязываем 7,5 сантиметров. И затем 2 нити серые, и еще раз 7,5 сантиметров. То есть получается у нас как бы снуд делится на 4 части по 15 сантиметров. И в итоге общая длина окружности снуда 60 сантиметров. Ширина получается 30. И все, теперь остается нам закрыть петли и
Сшиваем наш снуд, и снуд будет готов. На этом наш мастер-класс по вязанию такого очень красивого, теплого снуда закончен. Если вам понравилось, ставьте лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь в группу ВКонтакте. И до новых встреч!